Привет! С тобой Евгений Юрин, и ты слушаешь подкаст «В голове синек». Если ты сейчас слышишь мой голос, значит мы с тобой в одной лодке. И неважно, где ты физически. Сжимаешь ли ты руль автомобиля, застряв в бесконечном потоке машин, или сидишь в офисном кресле, глядя, как за окном 2026 год рисует свои неоновые контуры на стекле. Возможно, ты сейчас в наушниках, и этот подкаст — твоя единственная стена, отделяющая тебя от шума open space, от этого бесконечного корпоративного мира, который требует от нас быть сверхлюдьми. А может быть, ты просто лежишь в темноте своего дома, и тишина кажется тебе настолько тяжелой, что ты слышишь, как пульсирует кровь в твоих висках. Я хочу, чтобы прямо сейчас мы сделали одну простую вещь. Вместе. Давай признаемся. Мы просто устали, и это нормально. Мир 2026 года — это мир предельных скоростей. Информационный поток стал настолько плотным, что он ощущается почти физически. Так, как будто бы вязкий кисель, через который мы продираемся каждый день. И если внутри тебя постоянно живет это странное чувство, будто в груди затянули тугой кожаный ремень, если пальцы иногда немеют, а мысли разлетаются, как испуганные птицы, слушай меня внимательно. С тобой все в порядке. Ты не сломан, ты не дефектен, ты просто жив. Давай заглянем под капот. Мы часто виним свою психику, ругаем себя за слабость, за то, что не можем просто взять и собраться. Но правда в том, что твоя тревога — это не враг. Это самый преданный твой защитник, который просто немного сошел с ума от перегрузки. Представь свое тело как невероятно сложный и умный дом. Этот дом проектировался миллионы лет. В его фундаменте заложены инстинкты, которые спасали наших предков от саблезубых тигров. И это работало. В этом доме есть система безопасности. Она очень старая, она не обновлялась со времен пещеры, не понимает разницы. Не понимает разницы между реальным хищником, претензиями начальства, горящими квартальными отчетами или ссорой с близким человеком. Когда ты просыпаешься в понедельник и чувствуешь, как к горлу подкатывает сухой колючий комок, это не твоя лень. Это твоя охранная система сошла с ума. Та самая амигдала, крошечный кусочек мозга, твой внутренний диспетчер, увидела уведомление в почте и нажала кнопку «Смертельная опасность». Она не анализирует, она просто бьет в набат. И в этот момент твои надпочечники выбрасывают в кровь адреналин и кортизол. У тебя учащается сердцебиение, ладони становятся влажными, а плечи непроизвольно поднимаются к ушам. Твое тело готовит тебя к рывку. Оно хочет, чтобы ты бежал и сражался за свою жизнь. Но трагедия нашего времени в том, что бежать никуда не нужно, да и сражаться по факту-то не с кем. Мы сидим на совещаниях с неподвижными лицами, мы сохраняем профессиональную маску, пока внутри нас бушует настоящий химический шторм. Энергия, предназначенная для спасения жизни, выбрасывается в огромных количествах. Но она не находит выхода. Она застревает, она кристаллизуется в твоих мышцах, она превращает плечи в камень, а челюсти в тиски. Но тревога — это не поломка, это крик твоего тела. Я здесь, я пытаюсь тебя защитить. И сегодня мы не будем чинить этот механизм. Мы с тобой будем учиться с ним разговаривать. Тихо, с любовью, как с маленьким ребенком. И я часто слышу на консультациях одну и ту же фразу. Я просто хочу, чтобы это закончилось. Сделайте так, чтобы я снова стал нормальным. И в этот момент мне хочется обнять каждого. Потому что я сам тоже прохожу через это. В 2026 году требовать от себя абсолютного спокойствия — это все равно, что просить океан замереть во время шторма. Это невозможно. И требование к себе «я должен быть всегда в ресурсе» становится новой формой насилия. И я тоже это чувствую. Бывает утро, когда я просыпаюсь, и первое, что я ощущаю, это не радость нового дня, а липкий холодный страх под ложечкой. Страх без причины, просто фон. Я смотрю на свои планы, на свои записи, на этот подкаст, и мне кажется, что я самозванец. Что мир вокруг — это хрупкая декорация, которая вот-вот рухнет. Нас учили, что уязвимость — это слабость. Нас учили, что настоящий лидер, настоящий профессионал — это машина. Но мы не машины. Мы биологические существа, которых забросили в цифровую реальность, а мы оказались к этому не готовы. И настоящая сила, настоящая устойчивость начинается там, где ты перестаешь бороться с собой. Где ты говоришь: да, мне сейчас плохо, да, у меня дрожат руки, и это моя текущая правда. Я принимаю ее такой, какая есть. Давай сделаем это прямо сейчас. Где в твоем теле сейчас живет этот шторм?
Прислушайся. Может быть, это тяжесть в затылке или ощущение, что в груди разлили холодный свинец. Не пытайся это изменить, просто заметь. Посмотри на свои чувства со стороны. Когда мы принимаем свою реакцию, мы делаем невероятную вещь. Мы легализуем право быть человеком. Мы снимаем с себя обвинения в неисправности. Твое тело — это старый мудрый пес. Представь его. Он прожил с тобой всю жизнь, но сейчас он напуган. Он лает на тени за окном, потому что хочет тебя уберечь. И если ты сейчас станешь кричать на него или воспитывать, скорее всего, он будет лаять еще громче. Но если ты подойдешь, присядешь рядом и просто положишь руку ему на загривок, он почувствует твое тепло. Он поймет, что вожак здесь, что бояться можно, но умирать не придется. Я знаю, о чем говорю. У меня есть собака, и, знаете, когда она пугается, успокоить ее можно только лаской. А твоя биохимия — это погода. Бывают дни, когда над твоим внутренним ландшафтом висят тяжелые серые тучи кортизола. И кажется, что солнца больше не будет. Но солнце никуда не делось, оно там, просто закрыто облаками. И эти облака обязательно прольются дождем и уйдут. Прямо сейчас дай себе разрешение быть не в порядке. Сделай глубокий вдох. Честный выдох. Почувствуй, как твои стопы стоят на полу. Почувствуй вес своих рук. Ты здесь, ты жив. И у тебя есть право на все, что ты чувствуешь. Прямо сейчас, без условий. А теперь, когда мы признали шторм, нам нужны корабли и инструменты. Но не инструменты войны. Нам нужны инструменты архитектора, который восстановит порядок в разрушенном доме. В нашем прагматичном мире все принято решать головой. Проанализируй проблему, найди решение, составь план, действуй. Но когда твоя кровь пропитана адреналином, твоя голова — это сломанный компас. Она будет рисовать тебе самые страшные картинки будущего. Просто чтобы объяснить, почему тебе сейчас так плохо физически. Поэтому мы с тобой пройдем другим путем. Мы пойдем через тело. Сначала будем дышать. И наша задача просто вздохнуть. Это техника, которую наше тело делает само. Тогда, когда мы плачем или когда очень устали. Но сейчас мы сделаем ее осознанно. Сядь поудобнее. Сделай глубокий вдох носом. Максимальный. А потом, когда покажется, что воздуха больше нет, сделай еще один короткий вдох. Резкий. Чтобы самые мелкие уголки твоих легких расправились. А теперь можешь выдыхать. Долгий, медленный выдох через рот. Как будто бы ты выдуваешь воздух через тонкую трубочку. И снова вдох, да вдох и бесконечный теплый выдох. В этот момент ты механически воздействуешь на блуждающий нерв. Ты буквально посылаешь в мозг телеграмму. Мы в безопасности, нас никто не ест, можно расслабиться. Сделай это 3 раза. Почувствуй, как нижняя челюсть сама собой разжимается. И это твой первый кирпич в фундаменте твоего спокойствия. Но если ты ощущаешь, что тревога перерастает в панику, что ты закипаешь, можешь использовать воду. Вообще вода — это доступная магия. Она есть в любом офисе, любом торговом центре. Везде есть кран с водой. Просто пойди и умойся холодной водой. Девушка сейчас скажет: а как же макияж? Можно и не умываться. Можно просто подставить под струю внутреннюю сторону запястья, там, где кожа самая тонкая и вены ближе всего. И подержать там их минуту. Почувствуй, как этот резкий покалывающий холод проникает вовнутрь. Это шоковая перегрузка твоей системы. Она заставляет внимание переключиться с внутреннего ада на реальные физические ощущения холода. И это работает мгновенно. И есть еще одна техника заземления в тревожном эпизоде. Когда мысли улетают в пугающее завтра, вернись в здесь. Найди глазами 5 цветов вокруг себя. Прямо сейчас. Назови их. Оливковый, серый, матовый, черный. Найди 4 текстуры. Коснись ткани своих брюк, почувствуй холодный пластик ноутбука или шероховатую поверхность стола. Услышь 3 звука. Гул кондиционера, шум шин по асфальту, свое дыхание. Это возвращает тебя в архитектуру настоящего момента. Будущее еще не наступило, а прошлое уже ушло. Есть только этот стул, этот воздух и этот звук. На самом деле, каждая секунда, потраченная на борьбу с собой, это потерянная валюта. Если сегодня твое тело кричит «баста», заплати уже ему тишиной. Выдели 15 минут.
Это твоя безопасная зона, без уведомлений, без мессенджеров. Просто посиди в этой тишине. Представь, как кортизол, этот едкий серый туман, постепенно оседает на пол. Ты не этот туман, ты пространство, в котором он может рассеяться. И мы переходим к финалу нашего разговора. Но я хочу, чтобы ты знал, что это только начало. Ты не твои мысли, ты даже не твоя тревога. Ты тот, кто все это осознает. Тот, кто продолжает строить свою собственную жизнь, любить, работать и мечтать в этом безумном и прекрасном пугающем мире, вопреки всему. Мы все сейчас находимся в той точке истории, когда быть просто эффективным уже недостаточно. Нам нужно снова стать людьми. Людьми, которые умеют сочувствовать. Сочувствовать себе и другим. Которые знают, что шрамы и страхи — это не дефекты. Это часть нашей уникальной архитектуры. И твое предназначение не в том, чтобы быть идеальным. Оно в том, чтобы быть настоящим. Даже тогда, когда тебе страшно. Даже когда в голове все не ок. Этим летом, когда солнце будет слишком слепящим, а мир слишком требовательным, вспомни мою мантру. Она очень простая, но в ней вся соль нашей жизни. Первое. Побудь в тишине. Отключи лишние голоса. Перестань слушать тех, кто говорит тебе, каким ты должен быть. Заткни шум их ожиданий. Почувствуй свою опору, свое тело, свое дыхание, свою честную и живую биохимию. Ты здесь, и ты есть. И сделай один маленький шаг. Не великий подвиг, просто следующее необходимое дело. Напиши одну строчку, сделай один звонок, выпей стакан воды. Просто проявись как-то в этой реальности. Я в тебя верю. Твоя внутренняя архитектура гораздо прочнее, чем тебе кажется. Ведь она выдержала все до этого дня. Она привела тебя к этой точке. И ты жив, ты способен, ты дышишь, ты существуешь, ты еще умеешь улыбаться, и у тебя еще все будет и все получится. У тебя точно есть для этого все ресурсы. Услышимся в новом подкасте. Пока.